Сегодня прогулка по индийскому антикварному базару. Вы увидите, какие антикварные вещи продают в Индии. Подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Детский писатель Валентин Постников и Марчел специально из Индии. Hello. Вот совершенно роскошный. Ух ты, какой потрясающий магазин. Вот это да. Какой потрясающий магазин. Маски старинные, кувшины. Очень много бронзы и очень много изделий из дерева. Ух ты, вот это мне очень нравится. Не знаю, что это. Такое ощущение, что просто какие-то фигурки. Смотрите, какие морды классные. Колокольчики. Вот настоящий индийский старинный антиквариат. Вырезанные или из дерева, или из бронзы вещи. Смотрите, какие лошади. Совершенно шикарные. Красота, да? Смотрите, какие маски. Потрясающе. Очень много действительно настоящих старинных вещей. Смотрите, какой стаканчик. Вот такие вот, это для драгоценностей. Такие, коробочки, которые запираются. Видите, они так запираются. Это для драгоценностей. Очень много масок. Шкатулки потрясающие. Причем они все сделаны из настоящего металла. Они прям тяжелые. Шкатулки. Да, вот очень хорошая. Смотрите, какая шкатулка. Это или 19 век, или начало 20 века. Смотрите, какие шкатулки. Слоны, лошади, олени. Смотрите, какие. Я думаю, что это стоит очень дорого.
Он бронза, причем очень тяжелая бронза. Стоит 12 тысяч местных денег. А это сколько в долларах? 12 тысяч рублей. Это 130 долларов. Ну, красивая вещь. О, да. А это? How much? Пять 500. Очень мне нравятся вот такие вот вещи. Но это все реально 18-19 век, поэтому это действительно дорого. Очень много таких вот предметов деревянных, из дерева сделанных, всякие махараджи. Вот очень много таких вот масок старинных, очень классных, просто обалденных. Это не дерево, это, не знаю, что это. Это гипс или что-то такое. Очень классно. На мой взгляд, здесь много действительно старинных вещей, но, на мой взгляд, много и подделок под старину. То, что сделано вот сейчас, но они это выдают за антиквариат. Но это, конечно, не антиквариат. Очень много старинных вещей, красивых. Beautiful. Beautiful. Thank you. Очень много красивых вещей. Вот. Вот это действительно старина, смотрите. Вот смотрите, какие вещи потрясающие. Это какие-то буддийские боги. Вишну, Кришну, Шива. Я в этом не разбираюсь. Вот истинно старые вещи стоят дорого. Я спросил. То есть они этому цену знают, действительно. Вот такие вещи стоят дорого, не дешево. Я даже не уверен, что это можно вывозить из Индии. Вот такие вот вещи, посмотрите. Это точно какой-то бог, я забыл, как он называется, в обличии обезьяны. Мы даже были в храме, посвященном этому богу. А смотрите, какие маски здесь. Маски шикарные. Which country? Нос как у меня. Which country? Which country? Откуда? Россия, Раша. Russia. Россия, Раша. This is Garuda. Гарула? Garuda. This is Hanuman. А, Хануман его зовут, да? This is Hanuman. Вот. This one. И вот это тоже Хануман, да? This all this Hanuman. Это Ханума или Хануман? Yeah. Ханума. Hanuman. А, Хануман. Правильно, вот да. Бог Хануман. И это тоже This is Хануман. Ganesh. А, вот это Ганеш. Ганеш я знаю, да. Вот это Ганеш. This one, this all Ganesh. Это Ганеш я знаю, да. А это вот с лицом обезьяны, это Хануман. Jain. Джейн. Yeah. Вот это Джейн. Jain. This is Lakshmi. Vishnu and Lakshmi. А, это Лакшми. This old one. Вот. Look, these small Ganeshes. Old pieces, all old. А, это камень. This one, it's all stone, it's all old. Очень, он говорит, очень старый, да? It's Старый. minimum 300 years old.
300 А, old. 300 лет, да? Насколько я английский понимаю, 300 лет этой вещи. А может и больше. Мне очень нравятся лица вот этих вот фигуры, которые сделаны из дерева. Вот, смотрите. Очень много мебели. Я не знаю, каких это времен. Я даже не буду трогать. Это, смотрите, какие столы классные. Может быть, это 19 век. Может, начало 20 века. Очень классно. Тут прям целые магазины мебели. Можно, да? Смотрите, какие кресла. Классно. Good morning. Good morning. Russia, Россия. Sakib. Purchase and sell old furniture and wood. From is Russia. From Shanwa Shastik. Russia. Россия. Hello. О, какая основание для кровати. С балдахином или с чем. Кис. Poster bed. Да, а вот смотрите тоже. Основание для кровати. Это вот прям массив дерева. Массив дерева. Вот. А вот какие кресла. Chair, relaxer. A rocking chair. Смотрите, да. А вот это, смотрите, какая кресло-качалка. Сложно сказать, какого этого времени. Это может быть и 19 век, и начало 20-го. Fridge. Ага. Стулья. Мебели здесь очень много. И шкафы, и кресла. Я думаю, что, конечно, это все начало 20 века. Но вот смотрите, очень много вот именно оснований кровати. И прям видно, что они очень старые. Они очень старые, видно прямо, не знаю. Card. Ага. Thank you. Purchase sell old furniture and wood. Да, вот посмотрите, вот. Shanwa Shastik is on WhatsApp and Friday close, Sunday. Да, вы можете приехать вот в Бомбей, да, Бомбей. Google is address is there on Google. You can type and easily come. А, можно через Google это, да. Purchase and sell old furniture and wood. Thank you. Заказать. В общем, целый магазин мебели. И очень, Inside from there. очень много вот такой вот старинной мебели, действительно старинной. Это, скорее всего, середина 19-го, может быть, начало 20 века. Прям целый магазин мебели. Шикарный просто. Бьют. Move forward, turn right. Turn right is my turn. Очень много мебели, очень много изголовья. Мы у хозяина спросили, какого это времени. Он говорит, я точно не знаю. Говорит, ну это видно, что это не... То есть это даже не 2... То есть это даже не 2... Это даже не 20 век. Это даже не 20. Это даже не 20 век. Это даже не 20 век. Это, скорее всего, 19 век. Смотрите, какие изголовья. Смотрите, с какой красивый необычный дизайн. И стульев, и кресел очень много необычных. Столы, вот я смотрел всякие английские передачи, самые простые столы, они очень дорого стоят обычно. Вот вроде простой стол, сделан просто, но они, как правило, когда приезжают англичане, они все это покупают очень дорого. Смотрите, какая необычная вещь, да. Вот нам хозяин показывает. Хозяин, то есть ее можно вот так, еще раз можно. Вот так раз. Она меняет. Да, можно сесть с любой стороны, да. Вот такая вот необычная вещь. Это тоже, это скорее всего 19 век. Причем середина 19 века. Тут тоже очень много мебели. Старинные шкафы, люстры. Продолжаем прогулку по антикварному рынку, базару. А вот магазин ламп, всяких светильников. Кстати, лампы и светильники я бы хотел посмотреть.
С тобой. Знаете, мне очень хочется лампу, я видел, с какой-нибудь рекламой. А я такое видел. А кто-нибудь есть тут? Тут никого нету. Смотрите, какие лампы и светильники. Необычные. А вот еще один магазин. Hello. А, no, нельзя? Я кое-что спросил, он звонит, чтобы узнать, сколько стоит. Босс, босс. हेलो ये फोटो भेजा देखो कितने का मैं दोनों 5,500 Чего? Высокая женщина. А, высокая женщина. А вот такие тебе не нравятся? Посмотри. Прикольная штучка, да? Чего? अब वो भी भेजा इसके Я даже не спрашиваю, когда ты снимаешь, просто снимай и всё. Ага. Hello. Ох, какой кофейник. Можно? Такие вещи. How much? Это вместе? एक दो तीन आधे Не понимаю. Speak English little. 8,000 At 3 का 8,000 3,000. То есть 8. 8. 3 किलो 8,000 3 का 3,000? 8,000 8,000. हाँ 3 का Вот это вот все. Это, да? कौन सा हाँ ये 3 है Блин, красивая вещь. То есть вот 1, 2, 3, हाँ 1000, да? 1000 это 1000, правильно, Марк? 8000. Ага. А вот такая? How much? क्या है ये 4000.
Смотри, какая штучка. 4,000. Прикольно? Каких-то орешков, не знаю, для чего-нибудь. Чего? Прикольно. Мне очень вот это понравилось, смотри. Чайник, молочник и вот это. Чайник вообще обалденный. Сейчас скажешь, у нас полно таких чайников. Смотри какой. Чайник реально тяжелый. Начало 20 века. Смотри какой. Прикольный? Чё? Красивый, да? Вместе... Да, вот какой-то купил, который тебе страшно нравится. Да, мне этот нравится. А вот тоже чайник. У меня вообще идет запись, идет. Я смотрю, Люк, обхожу, потом возвращаюсь. Больше всего хочу рекламу найти железную, на железе. Мне вот это понравилась штука, и вот эти понравились. Смотри, это же по-русски написано, нет? Почти да. Так. Здесь, наверное, все. Вот глобусы. How much one? Очень мне нравятся эти глобусы. This 1500. 1500 each. Марусь, сколько стоит глобус? 1500. Ага. И такой же, да? This also same price. And I got only fine design. Они не очень старые, но они мне нравятся. Марунь, смотри, какие глобусы. And Прикольно. this is for folding, easy to carry. Они не старые, но они необычные. Не нравится? Детей поймать вырывать голосом, поэтому тут You can Да. fold also. Easy to carry. Я вижу, да. Ага. Сейчас я посмотрю еще. No. Это все псевдо-старина. Это я вижу. Это все псевдо-старина. А нет глобус, только red. Red. Color. You want red color? Red. Red, вот такой вот. Color. Нету, да? Это вот все. Вот это все не старинное. Это современное, но сделано под старину. Ага. Thank you. Зато недорого. Вот что мужик назвал себе. Вот следующий магазин. Pizza. Ага. Just see my friend. Вот много металлических всяких изделий. Чайник тоже. Ага, вижу. Plus. Good one. Say 1, 2, 3. Так, а можно еще посмотреть, Yeah. что у вас еще есть Just see красиво? my friend. Всякие фруктовницы, вазы, чайники. Вообще в Индии
в Индии много металла. Я очень металл люблю, но вот это именно страна, где много металла делают. Старинного. Right? Лайк, да. Вижу, вижу. Всякие коробочки, боксы, да. Yeah. Таблетница или что это, не знаю. Какие металлы. Thank you. Вот какая. Окей. Ох, какая штучка. Вот смотри, Маруль, вот мне очень хочется типа вот такой рекламы, только маленькая. Поменьше будет. Реклама, но поменьше. Не знаю, реклама, что это? По-моему, это реклама шин. А, вот она, реклама шин. Но она большая. Small, small. Small, Yeah. мне нужна small. No small. Big size. You No. like? No. How much? Подъемная? Нет. Нормально. How much? Best price. No. This last price 4,000 rupees. Сколько? 4,000. 4000? Yeah. Смотрите, какой необычный все-таки рынок антиквариата в Индии. Сколько здесь всего необычного продается. Насколько сильно это отличается от того, что... hello. Насколько сильно это все отличается от того, что продается в России и даже в Европе. Сюда тоже можно, да? Это очень сильно отличается от Европы, от этого. Сейчас я здесь посмотрю. Кола, подносики. Очень много металла, но этот металл, я вижу, что очень много псевдоисторических вещей. То есть это не старинные вещи. Это все, вот на мой взгляд, все, что здесь лежит, это псевдо-старинные вещи. Хотя вот смотрите, вот эта штучка для сигар. How much? How much? Hello? How much? Good morning. 600 rupees. Сколько? Only 600. This brass, old, very old. Speak English little. Yeah. Вот можете тут показать? Yeah. Вот как торгуются в Индии, в Бомбее. А я реально по-английски плохо говорю, вот они просто... Pen. Я спросил, сколько это вот вещь для сигар. Для сигар, обрезать сигары. Сколько это стоит? 1000. Ага, окей. Так, а вот это вот. This opener very old, very old. Very old. Yeah, Calcutta. How much? Отель Калькутта. 1500. Ага. Very old, very big one. Ага, классная такая. Yeah. Сейчас my wife ей покажу. Okay. This looking thing. Ага. Как у вас темно-то тут, а? Сколько книг.
Очень много металла. Но, с другой стороны, так, чтобы меня что-то восхитило, пока что мне понравилась только очень реклама. Вот реклама этой лампы. Но они не могут сказать, сколько она стоит. Я настолько расстроился из-за той. Я был уверен, что все, я ее уже купил. Думал, цена... Чего? Я думал, цена туда-сюда, но я куплю уже. Я, знаешь, похож на рыбака, который закинул удочку, рыба уже поймалась, и она сорвалась. Я себе просто не могу этого простить. Hello. Тут никого нет. Hello. Может? Hello. Реклама, drink, Coca-Cola. Вот. In this, no, sir. Bring Coca-Cola here. Paper. Нет, я имею в виду металл. No metal, no. No metal, sir. А Drink Coca-Cola, no. No metal. что еще? Sorry? Ну, beautiful реклам. Beautiful реклам есть? Beautiful. Beautiful. Ну, что-нибудь красивое. This is all India, India. Индия, я понял, да. Yeah, all India. Только Индия. Уже очень много похожего антиквариата. Drink Coca-Cola here. Ну, но видел, да. Look, no, Chef, drink Coca-Cola here. no. Ага. Hello. These two piece Вижу. is very nice. Хенникен. Very nice. And some bottle, some car here, also some Maharaja checks are inside. Very small things. This is advertising Esther in tire also. Vintage Esther. This is from Germany. White up. Something sign are here also. You want to see? A small sign. थोड़ा यहाँ है कि आप थोड़ा सा खाली उनको खाली एक चीज़ बता दो हाँ? जाना हुआ है तो आपको लगेगा खराब जी सर Не то. К сожалению, это не то. Очень много металла, бронзы. Очень много металла, бронзы и дерева.
Маруся, там дальше нету? Пошли туда. Но память должно быть много, да? Hello. Hello. Кроме нас, тут много ходит европейских туристов, которые тоже чего-то смотрят, покупают. Красиво. Хочется чего-то вот. Тут лампы, лампы. Это все конец уже, да? А бокс табак. Вот есть табак. Box. Tobacco box. Tobacco. Cigarette box. Есть табак. Tobacco box. Cigar box. Cigarette box. Да. Cigarette box. Сигары или... Cigarette box. No, такой побольше. Big one. Big one. Биг, да. Нету? All sale. I have 5 piece. Sale. 5 box I have for sale. А, Already sale box. что тут написано, Мар? Ну, добавь специи в мою жизнь. Ну, это свадебная хрень. Это свадебное, да? Какие-то индусы. Вот так вот видео снимают кино. А вот такие в Бомбее деревья растут, посмотрите. Это обычное бомбейское дерево. Его, чтобы охватить, нужно человек 10. Все эти колониальные здания строили англичане. 18-19 век. Вот типичная бомбейская улица. И вот такие вот деревья, их тут много, и они повсюду.
А вот как в Индии играют в крикет. Игроки в крикет. Они стоят прямо на улице и отбивают мячик. Одна команда стоит тут, другая здесь. Причем играют они прямо на проезжей части. Игроки в крикет. Одна команда и другая команда. Вот типичная улица Бомбея. Народу очень много, много туристов. Книги продают, вещи продают, значки, магниты. Вот цветы. Очень много уличной торговли. Всякие цветы необычные. Идем по улицам Бомбея. Старинные колониальные здания. Очень много вот таких вот платьев здесь продают. Посмотрите. Вот типичное бомбейское платье. Так ходили принцессы в 19 веке. Совершенно непонятно мне для чего. Здесь вот затачивают бамбуковые палки вот такие. Вот. Марусь, постой. Затачивают бамбуковые палки, совершенно непонятно для чего, видите? Вот. А, из них сок выжимают, видите? Соковыжималка. Видите? Из бамбука делают сок. И этот сок, похоже, пьют. Такая вот уличная машина, смотрите, вот так вот. Видите, вот там сок идет. Бамбуковый сок. Видимо, популярен. А вот в центре Бомбея католический костел, который построили 400 лет тому назад. 400 лет тому назад построили костел, и на полу прах великих людей, которые жили и служили. Самый настоящий католический костел 1600 какого-то 50-го года. Вот типичный бомбейский дом. Повсюду на улицах играют в крикет. Просто буквально на каждом шагу. Несколько человек играют, а остальные люди стоят и смотрят. Улицы Бомбея. Люди кричат, потому что это болельщики игры в крикет. Улицы Бомбея. Повсюду продают вот такие вот кокосики. И вот такие какие-то непонятные храмы. Даже непонятно, какие это храмы, какой веры, какого вероисповедания. Вот такие вот
охраняют вход в храм. Черномор. С ними дядька Черномор. Вот со всех сторон. Вот такие вот. Вот типичная улица Бомбея. Не богатая, не бедная, средняя. Почему-то очень много решеток. Даже на верхних этажах. Говорят, защита от воров. Но что-то я сомневаюсь, что воры полезли на какой-нибудь там 7-8 этаж. Но все равно всюду решетки. Решетки повсюду. Говорят, это со старых времен осталось, когда воры реально могли забраться на какой-нибудь 3, 4, 5, 6 этаж, чтобы что-нибудь украсть. А еще говорят, защита от обезьян. Но я сомневаюсь, чтобы... Я не видел, чтобы обезьяны лезли. И очень много кошек. Кошек очень много. Кошка, привет. Очень много людей прямо спит вот так вот на улице. Прям вот так вот спит. Вот типичный житель Бомбея. Еще много... Show me. Patta. This is Beoda. This Да. is Beoda. What drunk? What drunk? Вот дрон. Slip down. Slip down, да. The body. А вот the еще Bombay hospital. в карты играют. Жители Бомбея в Rich карты. bande. You very nice. В карты. Сейчас дойдем. Сейчас дойдем. Еще пока оставим. А вот сокровища индийского блошиного рынка. Я там провел несколько часов, ходил по всем этим бесконечным магазинам. Вот что я купил. Ну, во-первых, смотрите, я купил такой вот огромный шикарный будильник. Это каких-то, не знаю, 40-х, 50-х годов. Если его завести, он довольно громко звенит и издает разные звуки, что меня пугало. Потому что он, когда после того, как я купил, он ночью вдруг стал в номере мне звонить. Купил вот такую табличку. Не знаю, что здесь написано, но какая-то такая тоже 50-х годов табличка. Вот купил очень интересную табличку. Конец 50-х, может быть, начало 60-х годов, рекламу Кока-Колы. И смотрите, что мне больше всего понравилось, это вот термос Кока-Кола, тоже это конец 50-х, начало 60-х годов, то есть снимается вот эта верхняя часть, туда закладывается лед, и, собственно говоря, туда заливали Кока-Колу, и она оставалась холодной. Вот такой вот можно было брать с собой в поход, еще куда-то. Вот, такую вот коробочку медицинскую, какие-то для таблеток или для чего-то еще. Она мне очень понравилась, маленькая. Барометр, конец 19-го, начало 20 века. Он, к сожалению, по дороге стекло треснуло, но я его обязательно отреставрирую, заменю ему стекло. Вот, мне очень понравилось. Вот, и такая вот тоже, я думаю, что это для хранения льда. Это, наверное, 70-е, середина 70-х годов. Такой термос для льда. Тоже можно было с собой на пикник брать. И лед тут не таял. Я потратил на все эти предметы примерно $200. $200, то есть это около, не знаю, 18 тысяч рублей. Я, естественно, доллары продал, купил рупии. Все это я покупал за индийские рупии. Сколько же стоили эти предметы? Ну, например, вот этот термос с Кока-Колой стоил 4000 рупий. Ну, на русские деньги это примерно 4000 рублей. Хотя, конечно, они хотели больше, но я немножко поторговался. Получилось немножко понизить. Вот эта табличка 60-х годов Coca-Cola стоила 2000 рупий, ну, приблизительно 2000 рублей. Барометр стоил 3000 рупий, это 3000 рублей. А табличка вот эта стоила 3000 рупий, тоже 3000 рублей. Будильник стоил 3000 рупий, и сколько я не торговался, они не опустили цену, они сказали, что он редкий, ценный. Совсем вообще не хотели торговаться, 3000 рупий он стоил.
Вот это стоило примерно на наши деньги 1000 рублей. Вот. И вот этот вот бокс для переноски сухого льда стоил 2000 рупий, ну, примерно 2000 рублей. В Европе это все стоило бы на порядок дороже. Вы знаете, что мне понравилось? Очень много антиквариата в Индии, очень много. Целый блошиный рынок большой антикварный, вы все это увидите в нашем видео. А цены довольно недорогие по сравнению с Москвой или по сравнению с Европой. В Индии цены недорогие на антиквариат. И много подделок, но много действительно очень старинных вещей из камня, из дерева, масок, фигурок. Но у меня, к сожалению, не так много было с собой денег, поэтому много, чем мне понравилось, я купить не смог. Подписывайтесь на наш канал «Коллекционер и писатель», ставьте нам обязательно лайки, пишите свои комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось, и советуйте наш канал своим друзьям.